Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Цыганский пасьянс, второй расклад, Лилит или Черная луна в Весах с 29 июня 2024 года по 27 марта 2025 года. Траектория перемен. Лилит или Черная луна – это символ олицетворения того, что мы надежно прячем где-то в глубине собственной души, в глубине собственных желаний. Но это прекрасный период, как новая точка отсчета в последующих переменах эпохи Водолея. И Лилит в Весах, а Весы, мы знаем, это дипломатия, это баланс. И Лилит может обнажить некоторые аспекты нашей жизни для того, чтобы более гармонично вписать наши желания и планы в ту реальность, в которой мы с вами живем. И от того, насколько мы будем честны сами с собой, насколько мы будем готовы к компромиссу и дипломатии, будет зависеть вот та траектория движения, которая будет обуславливать качество жизни на долгий период времени. Это важный, безусловно, транзит для себя сделать что-то очень хорошо. Нам жизнь, судьба всегда дает возможности. Представьте, мои дорогие, вот такой пример я решила приводить, чтобы быть максимально понятой. Мы иногда ропщем на высшие силы, на судьбу, а ведь нам всегда даются возможности. Но судьба нам дает сырые ингредиенты. Представьте на минуту, что вы задумали приготовить какой-то волшебный десерт. И вам судьба дала ингредиенты в сыром виде, как сахар, муку, соль, перец, фрукты. И от того, что вы выберете, от того, какие пропорции вы будете использовать, будет как раз и зависеть то блюдо, которое вы сумеете приготовить. Понравится ли оно вам? Будет ли оно настолько восхитительным, как вы задумали об этом в начале? Поэтому уметь рассмотреть возможности и использовать на благо себе. И, безусловно, весы, повторюсь, это дипломатия. Поэтому баланс в собственной душе между, как вот Лилит, между тем, что мы хотим осуществить, и какой-то реальностью нам приходится признать. Давайте событийный ряд возможных событий, с которыми вы можете столкнуться на этот период. Это практически у нас с июля 2024 года по март 2025. Вот давайте мы узнаем на цыганском пасьянсе. Какова же эта траектория перемен для тельцов? Я смотрю карты, значения, и вы, мои дорогие тельцы, тоже смотрите. Если я что-то пропустила, напишите, и мы с вами обсудим. Что же на кону у тельцов? Интересно, не вижу я совпадений. Дорога. И надо сказать, мои дорогие тельцы, даже планетарно, по звездному расписанию, не только вот в этот период, но, может быть, в этот период для кого-то из вас намерение по части переезда или смены работы с поездками, то есть перемещение у тельца ожидаемо в последующие периоды жизни, это где-то и 25-й, и еще 26-й, возможно, и 27-й года, когда вы действительно, многие из вас переедут или сменят место вашего пребывания. И здесь у каждого по-своему, с какой-то все равно своей идеей, задумкой или необходимостью, или внешние обстоятельства, или ваши, ну, такая позиция по работе может сложиться, или еще что-то по личной жизни. Кто-то уже сейчас думает об этих
об этом переезде и предпринимает действия, уже знает, что да, я буду переезжать, а для кого-то это может проиграться в последующие месяцы или даже, как я сказала, годы, но как будто перемещение тут действительно будет. Поэтому вот к таким переменам, раз выпадает значение «дорога», нужно быть готовым. К чему же эта траектория движения ведет? Ну, тут, по сути, как аллегория на как раз новое совершенно направление в жизни. У кого-то из вас это могут быть новые направления в работе, в бизнесе. Вы можете начать обучаться чему-то совершенно, что прежде было бы для вас даже неинтересно. Тут такие перемены, когда меняться будете вы сами. Может быть, ваши взгляды и ваше мировоззрение, большая открытость миру, и захочется себя попробовать в том деле, которое вы прежде могли просто отметать и говорить: нет, это не для меня, это не мое. Где-то быть более гибче придется, потому что любой жизненный путь или дорога предполагает, что какие-то неожиданности встретятся на пути. Удивительно, но я не вижу совпадений. Много карт мы уже с вами достали, но подвести к какому-то балансу, итогу я не могу. Удивительно, в центре нашего пасьянса лежит дорога. Как будто вот действительно у кого-то сама по себе дорога, и то, что вы сейчас готовитесь к переезду. Или, если вы уже переехали, это значит адаптация. Опять же, полилит. Мы свою жизнь вынуждены отстраивать как-то совершенно по-другому. И я теперь смотрю с другого ключа или с другого подхода. К примеру, мои дорогие, у вас не совпало такое значение, как есть, как колокол. Это внезапные новости, события, которые нас могут, где-то застопорить, обесточить на какое-то время. В разных проекциях лежит это значение, оно у вас не совпало. У вас не совпало также, как скрытый враг, змея, мои дорогие. Нет такого. То есть вам ничто, по сути дела, не мешает. У вас не совпала маска, опять же, это что-то скрытое, какая-то, или какой-то человек, который вам желает навредить. То есть нет противоборствующих, противодействующих сил. А вот на этом жизненном пути, понятно, будут какие-то моменты, которые вам придется рассмотреть или преодолевать, находить решение. Но это то, что, как проходя по жизненному пути, нам приходится учитывать в мелочах больше. Да, мои дорогие тельцы, я действительно не вижу больше совпадений. Вы можете поставить на паузу и рассмотреть. Я буду тоже, пока мы достаем карты Таро, чтобы немножко раскрыть более подробно наш с вами Таро-расклад. Я буду просматривать. Если что-то я увижу за этот период, я вам скажу. Ну и вы разглядываете. Итак, чего же это может касаться? Лилит, баланс, весы. Если мы говорим, значит, какие-то наши тайные желания или то, что мы хотим осуществить, оно будет превалировать. Но в том-то и фокус, что мы должны что-то согласовать, организовать, совместить. Итак, что же это для вас, мои дорогие тельцы? Семерка Пентаклей – это ожидание. Может быть, совместить какое-то ожидание, и где-то наш пасьянс тоже может говорить, что вам будет хотеться что-то совершить быстрее. А столкнетесь вы с тем, что вам придется, вы по части ваших энергий, мои дорогие тельцы, это не так сложно сделать. Вы как раз люди размеренные, вы не любите какого-то стиля жизни по синкопам, когда как вверх, то вниз, вот каких-то перепадов. Нет, здесь нет перепадов, но ожидания присутствуют. Может быть, как ожидания по документам, так и где-то карта может подсказывать, что не все будет вписываться в твои временные рамки, телец. Но эта карта может для кого-то говорить: рассмотри вторичные источники дохода, удели внимание своим деньгам. Но это и правда. Вторая половина 2024 года. Юпитер во втором доме гороскопа для вас, и это решение финансовых проблем. Какая-то новая стратегия совершенно
Может быть, или если вы уже занимаетесь каким-то любимым делом, у вас это развивается, может быть, не так быстро, как вам хотелось, или вы профессионал, вы эксперт в каком-то деле, в вашей профессии, это все очень хорошо, но карта нам больше говорит, дерево у нас все-таки показано, которое уходит корнями вглубь, поэтому добавь себе чего-то еще. По этой карте иногда идут дополнительные именно заработки. Значит, добавь какой-то концепции. Сделай себя популярным, если ты эксперт в своей профессии. Или рассмотри новые источники через новую форму обучения, может быть, чему-то. Ты где-то, нам об этом тоже говорит карта, если мы говорим корни, где-то должен телец закрепиться, и у нас переезд ведь выпадает. Или перемены сами по себе, как олицетворение жизненного пути. И поэтому вот где-то обосноваться, организовать свою жизнь в новых условиях. Для кого-то новый менталитет, новые правила игры, на которую вы не влияете и вы не можете изменить. Но корнями буквально уйти, прорасти в каком-то конкретном месте. Или, пусть это касается какого-то дела, укрепиться, чтобы это ваше начинание дало прекрасные плоды. Вот такая задача. Что это еще? Король жезлов. Для кого-то буквально стать лидером. И карта отчасти говорит, ты не торопись. Король жезлов – это духовный лидер, это харизматичный лидер, карта лидерства в принципе. Отчасти где-то популярности, про это тоже нам говорит карта. Но обратите внимание, вот стоит он с факелом, и ведь он никуда не бежит, он не торопится. То есть тоже где-то какая-то заминка, она предполагается. Правильный просчет. А может быть, мои дорогие тельцы, своим примером вы будете вести за собой ваших близких, ваших детей, ваших внуков. И придется балансировать где-то на грани эмоций, чтобы себе не навредить или осуществить какое-то намерение. Что же еще для вас за время прохождения транзита Лилит в весах? И тем не менее быть откровенным самим собой. Вам будет что-то не нравиться. Может быть, 1000 раз. С одной стороны, карта говорит, ты куда-то должен не опоздать. Вот конкретно карта нам в этой колоде об этом прорисовывает. С другой стороны, ты должен, вот как этот, предположим, орел, хотя в этой колоде карт ворон, именно символ мудрости, видеть пространство во вчерашнем дне, в дне сегодняшнем, и как горизонт далекий, ты должен что-то просчитывать. И по рыцарю мечей мы делаем действительно что-либо наверняка. Это карта истины, когда мы ищем истинную информацию, и мы доходим. Мы не действуем на авось по этой карте, нет. Может быть, нам придется, вам, мои дорогие тельцы, организовывать свою жизнь в какой-то новой среде законов и изучать буквально в новой местности или в той среде, обстоятельствах, в которых вы теперь находитесь, там тоже могут быть какие-то перемены, как законодательные, или какие-то правила, регулировки могут меняться, и вам нужно вписаться в эту траекторию перемен также и быть честным с самим собой в первую очередь. И вы будете сталкиваться с разными людьми. Самое главное – держать эмоциональный баланс, это будет важно. Что же еще нам, как совет, дадут карты? Действительно обучаться чему-то новому. Вы проходите эпоху перемен своей жизни. Тройка пентаклей – это всегда карта экзамена. И здесь мы можем говорить о том, что изучать нам карта уже сказала. Примени знания свои потом на практике. И как раз по тройке пентаклей все, что мы учим, в последующем мы переводим знание в какой-то материализм. Это дает новое знание или новые источники дохода, дают вам возможность заработать больше денег. Для тельца очень важна денежная составляющая, финансовый успех, потому что деньги – один из способов взаимодействия с миром. И вот у вас этот способ должен быть буквально укреплен таким образом, чтобы что-то построить незыблемо надежное, насколько это возможно. У кого-то будет буквально период, когда вы сдаете жизненный экзамен. Может быть, переезжаю куда-то, а возможно, для кого-то это меняется ваш статус. Кто-то может, как и, увы, развестись,
так и выйти замуж или жениться. Кто-то из вас может сделать карьеру и путем смены статуса через карьеру изменить опять же свою жизнь. Но перемены нам как будто будут, говорит карта. И она отчасти неспешная, опять же, пентакли. И подразумевает, что мы делаем что-то наверняка для того, чтобы изменить собственное качество жизни. Какой же еще совет? Ну вот как изучай что-то новое, так и будь готов к неожиданностям. И колесо судьбы, колесо фортуны нам как раз говорит о том, что вот как эта девушка придется балансировать. Она на цыпочках, стоя, на вращающемся колесе держит баланс. Вот такой совет для вас. Мои дорогие тельцы, невозможно, видимо, просчитать. Вот я смотрю на этот пасьянс, где я не увидела никаких больше подсказок или совпадений. И я могу сказать, что у каждого эти неожиданности будут свои. Они могут быть как и в мелочах, так и в большом. И мы не можем быть небрежными, думая, что оно как-то так само разберется. Иначе мы отдаем свою судьбу на волю случая. И как развернется эта рулетка, мы не можем предположить. Поэтому держать этот штурвал в собственных руках или силой собственной мысли. Для вас это, мои дорогие тельцы, будет очень важно. Но все идет, посмотрите, ни одного плохого значения, нет ничего, чтобы вам помешало. Задача не помешать самим себе. И в этом, пожалуй, и будет заключаться важный жизненный экзамен. И начинается это где-то с транзита Лилит. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.